Соленая карамель – это любовь в банке. Это очень-очень вкусно. Будем сейчас готовить. Итак, для приготовления соленой карамели нам понадобится 100 граммов сгущенного молока, 200 граммов сахара, 150 граммов сливочного масла, холодного, из холодильника, жирность не менее 82%, 200 миллилитров сливок, жирность 30, 33, 35%. Я знаю, что в Европе есть сливки и 38-39%, пожалуйста, вы тоже можете их использовать. Я использую сейчас жирность сливок 30%. Соль 2-3 грамма, в принципе, я обычно добавляю 2 грамма, потом пробую карамель и добавляю еще по вкусу. И вот такой, может быть, для кого-то это новый сегодня ингредиент, стручок ванили. Мы его будем добавлять по желанию. Вы можете, в принципе, добавить и ванильный сахар, но я вообще хочу вас познакомить сегодня с ванилью, показать, как ею пользоваться, что использовать, как ее правильно хранить. Ну что, готовы? Будем начинать? Я пошла тогда за сотейник? Очень важный момент, когда вы готовите карамель, сотейник должен быть с толстым дном. Сахар, можем высыпать его. Такая термостабильная лопатка, она может быть деревянная, у меня вот такая видавшая виды. Очень важный момент, когда вы готовите соленую карамель, температура карамели около 180 градусов. Когда мы добавляем холодные сливки, может произойти просто такое кипение, бурление, бабах. Поэтому нам нужно сократить максимально разницу температур. Сливки нужно хорошо нагреть. Я буду прогревать их в микроволновке. Это может быть сотейничек на плите или микроволновка. Для того, чтобы сократить разницу температур. Поэтому первое, что я сделаю, это поставлю сливки в микроволновку и хорошенько их прогрею. Пока сливки у нас греются, сахар можно поставить на огонь. Огонь чуть выше среднего. Помешивать, в принципе, на начальном этапе не нужно. Сахар должен подтопиться, вы увидите, что он начнет плавиться. И только после этого, и только после этого можно уже начать потихонечку помешивать и контролировать карамель. Мы сейчас к сливкам добавим сгущенное молоко, перемешаем. Сахар у нас уже начал плавиться, подтопился. Теперь мы можем потихонечку помешивать. Сливки максимально горячие, я соединила их со сгущенным молоком. Как только вы увидели, что карамель становится темно-коричневого цвета, это около 180 градусов. В принципе, мне для этого градусник совсем не нужен. Я могу и так это увидеть и почувствовать. Аромат карамели, темно-коричневый оттенок. То есть вы в карамели в своей получите горчинку приятную. Теперь мы выключаем плиту и тонкой струйкой, это очень важный момент, по чуть-чуть добавляю горячие сливки со сгущенным молоком. Плита при этом у меня выключена сейчас. Если у нас сливки будут не горячие, холодные или комнатной температуры, у вас образуется карамельный пласт, и вы ничего с ним не сделаете, не получится однородной консистенции. Карамельные сливки. Соленая карамель в банке может быть разной плотности. Сейчас то, что мы готовим по такой технологии, мы получаем довольно-таки текучую карамель в виде соуса. Если вы хотите, чтобы плотность была выше, вам необходимо на вот этом этапе, когда у нас еще не добавлено сливочное масло, подержать карамель на слабом огне еще 2-3 минуты. Таким образом, лишняя влага испарится и плотность карамели будет выше. Достаем досточку. Познакомлю вас с ванильным стручком. Я понимаю, что цена такого стручка сейчас от 100 гривен и выше, но все-таки не помешает знать вообще, что это и как с ним работать, как его хранить правильно. Когда вы выбираете его, он должен быть не сухой. Визуально как такой немного промасленный, жирненький. Ни в коем случае не сухой такой дрын, который можно убить. Были такие вопросы по поводу того, что я купила ваниль, стручок, и запах был такой ужасный, кисловато, какой-то непонятный. Он явно, наверное, испортился, я его выбросила. Стручок
Стручок ванили на самом деле аромат у него такой горько-кисловатый, может быть даже легкое ощущение такого брожения, оно может быть, это вполне нормально, не нужно выбрасывать такой стручок. Я использую полностью весь стручок. Сначала я его вот так придавливаю, плоский, чтобы он получился. Теперь разрезаю стручок вдоль пополам. Самое ценное, что есть в ванили, это ванильная икра. Добываем ее вот таким образом. Добавляем эту ванильную икру в нашу карамель. Для вот этой рецептуры у меня на пол-литра карамели мне достаточно буквально половинки стручка. А сам стручок я оставляю при комнатной температуре буквально на несколько дней, оборачиваю в бумажное полотенце, оставляю и сухой такой стручок потом режу ножницами, пробиваю в кофемолке, добавляю совсем чуть-чуть, допустим, у меня там 3 стручка, и я добавляю чайную ложку сахарной пудры. Пробиваю до состояния пудры, через ситечко пропускаю все это, и у меня получается такая ванильная пудра. Такую пудру я использую для пропиток или просто в печенье, в кексы. Если я такую пудру соединю с кремом, светлым каким-то ванильным кремом, заварным, допустим, или кремом шантии, то стручок окрасит крем в землянистый цвет. Лучше добавлять туда, где цвет не влияет, как бы роли не играет никакой. Это какое-то печенье, кексы, бисквиты ванильные. И хранить такую ванильную пудру можно в герметично закрытой баночке. Вот, то есть я не иду вот этим старым способом, когда мы варим какой-то крем, забросили стручок, потом его достали. Это ничего не даст. Только ванильная икра или отдельно порошок ванили. У меня карамель чуть остыла. Выливаем карамель в мерный стакан, мы пробьем ее погружным блендером, для того, чтобы она стала гладкой, блестящей, красивой. Пробивание очень важный такой момент. Мы будем делать эмульсию, объединять жидкость, которая есть в сливках, и жир, который сейчас добавим, сливочное масло. Холодное сливочное масло сюда же и соль. Дело в том, что карамель сама по себе очень сладкая и приторная. Если мы разнообразим этот вкус, чем больше мы держим на огне, мы даем, как я уже говорила, горечь. Будет и сладость, и горчинка. А если еще добавить соль, это третье ощущение, третий вкус, еще и соль. И в таком случае мы будем отвлекать свои рецепторы от сладости. И горчинку ощущаем, и соль, и сможем съесть карамели намного больше. Когда пробиваете блендером, не поднимайте его высоко, старайтесь не напустить кучу пузырей туда. Максимум там совсем чуть-чуть на поверхности, но ни в коем случае не воздушное. Вы можете попробовать по соли. Идеально. Берем банки. Я готовилась к приготовлению соленой карамели к сегодняшнему уроку. Все большие банки, которые были дома, я уже заполнила, убрала карамель в холодильник, чтобы мы долго не ждали результат. Поэтому я заполню сейчас маленькую баночку. Ну, как вы видите, у нас здесь 500 граммов карамели. Банку я предварительно пастеризовала. Вот так плюнула и протерла. Заливаю карамель. Необходимо, чтобы готовая карамель в банке полностью остыла. После этого мы ее закрываем и убираем в холодильник на 3-4 часа. Надо выдержать это время, я знаю, это сложно. На 3-4 часа, чтобы карамель стабилизировалась. Только после этого можно брать ложку и наслаждаться. Но мы не будем ждать 3-4 часа. Я знаю, вы такие же нетерпеливые сейчас, как и я. Хочется увидеть текстуру. Давайте возьмем ту карамель, которую я предварительно заготовила. Частые вопросы от вас в комментариях, почему, допустим, Лиза готовила темную карамель, а достала она карамель какую-то посветлее. В чем подвох? Наверное, она дала не тот рецепт и понеслась. О, у вас бурная фантазия, я знаю, но я сейчас расскажу вообще, как это происходит. За несколько дней до съемок я делаю такие себе подмены, заготовки, и они не всегда визуально, имеется в виду вот карамель, она не всегда визуально может соответствовать. В данном случае карамель у меня темнее, да? Я подержала на огне сахар буквально на 10-15 секунд дольше, у меня получилась карамель более темная, с большей такой горчинкой. Вот и весь секрет. Ба-бам! Боже, посмотри. Посмотри. Я все стесняюсь все в кадре пробовать. Это очень вкусно.
Кто-то хочет попробовать? Дать ложки попробовать? Да, будете?